Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Момент, когда Тэхён слишком близко подошел к Чонгуку, а Джин добавил себе седых волос на голове. Девятое место. Если бы Чонгук и Тэхён здесь поцеловались в засос, то это выглядело бы менее очевидным, чем смущающийся Тэхён на коленях у Чонгука. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вы не ждали, а она пришла». СМИ снова приписывают Тэхёну фальшивые отношения с Дженни. Что случилось? Мое мнение. Поцелуй Вигу. Они целовались несколько раз. Самые громкие и недооцененные моменты Вигу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Тэхён носит эти тонкие колечки на всех пальцах, кроме безымянного, а Чонгук носит такое кольцо только на безымянном. Магия Тэйкук. На самом деле никакой магии, потому что Тэйкук бойфренды. Даже в таких мелочах выбирают всегда друг друга. Тэхён сказал, что не любит пиво. Чонгук сказал, что не может жить без пива. Чонгук знал, что у Тэхёна в холодильнике точно есть пиво. Магия не иначе. Тот, кто не любит пиво, но хранит его в холодильнике, а тот, кто его любит, точно знает, где оно хранится. Седьмое место. Любимая привычка Тэхёна. Шестое место. Поведение пары. Глаза смотрят только на него. Одно из любимых мест для Тэхёна на теле его бойфренда.
5 место. Чангук и Тэхён говорят о себе либо очень громко, либо вообще никак. Четвертое место. Забота. Тэхён был немного расстроен, поэтому Чангук говорит, что его Тэхён самый красивый и вообще номер один. Я вижу твою улыбку, я тоже улыбаюсь. Я вижу, как ты плачешь, я тоже плачу. Самое важное и нужная поддержка всегда от любимого. Третье место. Новости. Актер Пэ Чон нам выложил фото и видео в своем инстаграм с тренировочного лагеря, где есть наш БАМ. Включаем режим ждуна. Возможно, там будет Тэхён. Коротко о ситуации. Фестиваль сухопутных войск, крупнейший фестиваль военной культуры в Корее, пройдет с 2 по 6 октября. На фестивале есть выступления специальной группы. Это выступления со знаменитостями, служащими в армии, а также мотопарад военной полиции, который каждый год проводит командование столичной обороны ДЭТ. И хотя список участников пока не объявлен, известно, что в состав сухопутной группы входят 19 популярных певцов и актеров, которые в настоящее время служат в армии. Есть очень большая вероятность, что там будет Тэхён. Очень больно смотреть на эти кадры. Как же хочется, чтобы люди, дикие звери, вспомнили слова Чангука «Я тоже человек». Я не стал говорить о вчерашнем позоре, который обсуждали чигукеры. Якобы Чимин и Чангук пошли в дом семьи Чимина. И якобы это объятие принадлежит Чангуку, который прощается с семьей Чимина. Затем выяснилось, что на видео не Чангук, а Хёнвон из Monsta X. Но вместо того, чтобы остановиться после того, как их уличили на лжи, они продолжают выпускать эти видео еще больше. В этот раз они подписали это видео так: Чимин и Чангук вырвались в народ. Они веселились, ехали в торговый центр, все люди их узнали, и не один раз. Я видел их на улицах Пусана в дни Чусок, и они были очень веселы, они выглядели как всегда счастливыми. Они в отпуске. Затем выяснилось, что на фото не Чангук и Чимин, на самом деле это Чинёль и Бэкхён из Экса. Я, наверное, один из самых неконфликтных вебу-аккаунтов, но даже я уже устал от этого бред. Этих людей нужно лечить. Тэхён и его милая привычка дуть губки.
Популярный музыкальный критик Ким Юнха о Чангуке. Когда я увидела его как сольную поп-звезду, мои плечи слегка приподнялись. Чангук проявил инициативу, и он заставил меня почувствовать себя такой гордой, как кореянку. У него столько страсти, и он такая большая мировая поп-звезда. Особенно выступление на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Когда мы все посмотрели видео, мы не могли поверить, что оно не в Корее. Он получает такую популярность и любовь за рубежом. Я чувствую такую гордость. Его стиль пения полностью отличается от «просто фокусируюсь на высоких нотах» или «выделываюсь тем, как хорошо я умею петь», обычно ожидаемых от главных вокалистов в айдол-группах. Его детализированное, чувственное пение с большой силой и эмоциями осуществляет важное различие между музыкой BTS и типичного к-попа, в котором всегда обязаны быть крики в отдельных кусках припева, и неважно, была ли песня до этого нежной или нет. Его вокал выделялся еще больше, так как музыка BTS склоняется к межнациональному попу, а не преобладающему айдол-попу. Для корейских фанатов его вокал – что-то новое, чего они не слышали раньше. Но для межнациональных фанатов это знакомо по другим поп-звездам, так что они легко приспосабливаются. Просто любовь. Тэхён заводит друзей на всю жизнь. Был ли у Чангука шансы? Но нет. Без шансов. Некоторые фотографии Тэхёна, которые вы, вероятно, не видели раньше. Небольшое напоминание о том, что Чангуку на этом выступлении 19 лет. Альбом Чангука из BTS Golden провел 46-ю неделю в чарте Spotify Weekly Top Albums Global, расширив свой рекорд. Чангук продолжает свою рекордную серию на Spotify. Согласно данным за прошлую неделю, первый сольный альбом участника BTS Golden занял 33-е место в чарте Weekly Top Albums Global. Golden поднялся на 4 позиции по сравнению с предыдущей неделей, отметив свою 46-ю последовательную неделю в чарте. Это достижение продлевает его рекорд по продолжительности пребывания в чарте среди альбомов азиатских сольных исполнителей. Кроме того, две песни Чангука
показали хорошие результаты в чарте Weekly Top Songs Global за тот же период. Сольный сингл «Seven» расположился на 48-м месте, а заглавный трек «Standing Next to You» на 122-м месте. Между тем, Чангук недавно установил новый рекорд как первый сольный кей-поп-исполнитель, две песни которого набрали более 1 миллиарда прослушиваний на Spotify, Seven и Left and Right. Чангук и Тэхён передают вам сердечки и любовь. Standing Next to You теперь сертифицирован на серебро Brit Certified. Джефф Тейлор, генеральный директор Pie and Brit Awards, сказал: платиновые, золотые и серебряные награды Pie вплетены в повествование британской музыки и являются официальным знаком популярности записи. Артисты и их лейблы ценят признание их успехов в записи посредством официальной сертификации, а платиновый, золотой или серебряный диск на стене является знаковым напоминанием о музыкальных достижениях. Как же я обожаю вот эти его переходы. Фото Тэхёна, которые вы, возможно, никогда не видели. Вторая часть. Тэхён, что ты делаешь? Тэхён в образе светского львенка. У Тэхёна просто расстегнулась рубашка, а Чангук просто вылетел за пределы стратосферы. Тэхён и дружба с цветовой палитрой. Самая лучшая терапия – смотреть, как вкусно он кушает.
Чангук и дружба с цветовой палитрой. Просто Чангук, который немного не понимает, какие бесы вселились в его бойфренда. Если вдруг меня когда-нибудь спросят, что такое счастье, я покажу им тебя. Если вдруг меня когда-нибудь спросят, что такое любовь, я посмотрю на тебя, и они поймут. Боюсь представить, сколько еще неувиденных нами кадров на их телефонах. Неотбеленная кожа Чангука такая вкусная. Трудно, конечно, дышать от осознания их величия и влияния, но что поделать, ведь мы выбрали лучших. Если вы видите на Чангуке Панаму, это значит, что я где-то между приступом и конвульсиями. Самое родное и удобное плечо всегда рядом. Чангук, который всегда и везде боксирует. Когда тигриная сущность лезет наружу.
Мне больше не нравятся длинные волосы. Он всегда улыбался, когда кого-то о чем-нибудь просил. Улыбался так приветливо, что хотелось взять и унести его улыбку с собой. Эти фото. Тэхён тут такой крошечный. Благодаря завораживающим глазам и пленительно влюбленному взгляду, любой из них мог утонуть и захлебнуться. Чангук блондин просто крошечная буба. Почему от его улыбки мне хочется плакать? Эфир Чангука просто. Второе место. Это так интимно. Я прямо отсюда слышу эти непристойные мысли Чангука. В номинации «Самый лучший бойфренд» побеждает Чангук. Первое место. Истории все еще неизвестно, куда посмотрел Тэхён и что прошептал Чангуку.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.